В январе 2023 года американские разведывательные спутники запечатлели нечто, от чего у аналитиков во всем мире буквально перехватило дыхание. Посреди необъятной китайской пустыни их камеры зафиксировали странные формы, слишком ровные и слишком масштабные, чтобы быть случайной иллюзией. Среди бескрайних песков, где до самого горизонта не видно ни воды, ни следов человеческой жизни, проявились четкие очертания гигантских военных кораблей. Они стояли неподвижно, словно застывшие в вечности призраки флота, вызывая у наблюдателей единственный вопрос: кто и зачем построил целую эскадру посреди пустыни? Когда первые снимки появились на мониторах аналитиков, многие решили, что это ошибка программного обеспечения или сбой обработки данных. Но когда изображения проверили несколько независимых источников, сомнений не осталось. Среди песков Такламакана действительно лежали идеально очерченные силуэты кораблей. Огромных, детализированных, словно кто-то перенес на сушу настоящие военные суда. Возник вопрос, который не давал покоя: зачем и ради чего? Район оказался под строжайшей охраной. Вдоль периметра возвышались сторожевые вышки, постоянно патрулировала техника, а вход для посторонних был полностью запрещен. Это явно не музей под открытым небом и не туристический объект. Китайцы явно скрывали что-то важное. И чем больше появлялось новых снимков, тем запутаннее становилась история. Рядом с этими загадочными объектами проходила странная железная дорога. Она была значительно шире стандартных рельсов и шла непонятными зигзагами через ровное песчаное плато, хотя вокруг не было никаких естественных препятствий. Трасса начиналась от крупного складского комплекса, тянулась несколько километров прямо, потом резко изгибалась и внезапно обрывалась в никуда. Никакого смысла, никакой логики. Зачем строить железную дорогу, ведущую в пустоту? Но чем дольше специалисты изучали снимки, тем невероятнее становились находки. На фотографиях, сделанных через несколько месяцев, было видно, что некоторые конструкции повреждены, словно по ним нанесли удары. Виднелись воронки, обломки, следы огня. Кто-то явно стрелял по этим странным макетам, и выяснилось, что это не единичный случай. В пустыне Гоби обнаружили еще один подобный полигон — макеты эсминцев и фрегатов. Не таких больших, как в Такламакане, но столь же точных и детализированных. А в пустынях внутренней Монголии нашли третий объект. Не корабли, а точную копию городского квартала с административными зданиями. Все три объекта были под охраной, все появились в последние годы, и все явно имели военное значение. Специалисты проверили архивные спутниковые данные и выяснили, что строительство велось постепенно. В 2021 году на месте будущих кораблей виднелись лишь слабые контуры. К концу 2022 там уже стояли металлические конструкции, антенны, башни. Каждый месяц появлялись новые детали. К январю 2023 года макеты выглядели как почти идеальные копии настоящих военных кораблей. Но на этом все не закончилось. Вокруг объектов начали расти склады, ангары, казармы, командные пункты, радиолокационные станции и пусковые установки. В 3 пустынях Китая формировались целые военные поселения, соединенные общей сетью. Когда эксперты тщательно сравнили формы и пропорции этих кораблей, они сделали удивительное открытие. Это были вовсе не китайские суда. Самые крупные макеты в точности повторяли американские авианосцы класса «Гарольд Кейн», самые современные и мощные авианосцы военно-морских сил Соединенных Штатов Америки, а корабли поменьше воспроизводили силуэты эсминцев типа «Арли Мортон», основу американского флота. Совпадения были слишком точными, чтобы быть случайными.
Даже катапульты для запуска самолетов, палубные лифты и надстройки совпадали с реальными чертежами. А макет городского квартала во внутренней Монголии оказался подозрительно похожим на центр Тайбэя, включая район президентского дворца и ключевых министерств. Кто-то вложил колоссальные средства и усилия, чтобы воссоздать американские корабли и тайваньскую столицу до мельчайших деталей. Но зачем? Ответ появился неожиданно. На новых снимках, полученных весной 2023 года, один из макетов в Такламакане исчез. На его месте остались лишь дымящиеся обломки и глубокая воронка. Через несколько недель исчез второй макет в Гоби, а затем и третий в Монголии. Тогда стало очевидно — это не памятники и не учебные площадки, это мишени. Китай построил в разных пустынях точные копии американских кораблей и тайваньской столицы, чтобы тренироваться их уничтожать. Военные аналитики выяснили, что макеты оснащены специальным оборудованием. На них установлены радарные отражатели, создающие сигналы, идентичные настоящим кораблям, а также тепловые генераторы, имитирующие работу двигателей. Для систем наведения ракет эти макеты выглядели как реальные цели. Те странные железнодорожные линии тоже обрели смысл. По ним передвигались макеты кораблей, имитируя маневры в открытом море. Зигзаги пути воспроизводили реальные уклонения от ракетных атак. Китайцы не просто били по неподвижным целям, они отрабатывали удары по движущимся, маневрирующим объектам. Причем стреляли не учебными снарядами, а боевыми баллистическими ракетами, теми самыми, которые на Западе называют убийцами авианосцев. Они запускались с материка, поднимались в верхние слои атмосферы, а затем с огромной скоростью обрушивались на цель. На последнем участке полета от основной ракеты отделялась маневрирующая боеголовка, способная менять курс и поражать движущиеся цели с высокой точностью. Расстояние между пусковыми площадками и мишенями составляло около 2500 километров, примерно столько же, сколько до американских баз на Гуаме или до авианосных группировок Соединенных Штатов Америки в Южно-Китайском море. Каждое испытание в пустыне фактически моделировало удар по американскому флоту, а атаки на макет города могли быть репетицией штурма Тайбэя. При этом испытания включали не только баллистические ракеты. Фиксировались запуски крылатых и гиперзвуковых ракет, развивающих скорость в несколько раз выше звука. Одни использовались против движущихся целей, другие — против неподвижных, третьи — против скрытых объектов. Стрельбы шли регулярно, почти ежемесячно. За последние 2 года Китай провел больше противокорабельных испытаний, чем Соединенные Штаты Америки за все предыдущее десятилетие, и точность попаданий неуклонно возрастала. На строительство и эксплуатацию этих полигонов были потрачены миллиарды долларов. Доставка материалов в столь отдаленные районы сама по себе стоила как военная программа небольшой страны. Но китайцы не жалели средств. Каждый макет создавался с инженерной точностью, каждая система функционировала как часы. Вся эта грандиозная инфраструктура — генеральная репетиция будущего конфликта. Китай методично отрабатывает сценарий, при котором американские авианосцы приближаются к его берегам или к Тайваню, а его ракеты уничтожают их один за другим. Судя по результатам, репетиции проходят успешно. Но корабли в песках — лишь часть картины. Пока весь мир обсуждал эти странные сооружения, китайские верфи строили нечто еще более тревожное — массивные баржи, которые западные аналитики окрестили водными мостами. Спутники засняли, как 3 таких баржи соединяются в единую платформу, образуя переправу длиной более 800 метров. По ней могли проезжать тяжелые танки и бронемашины.
Каждая баржа имела мощные выдвижные опоры, которые на мелководье опускались на дно и поднимали корпус, превращая конструкцию в стационарный мост. Башни раскрывали телескопические переходы, соединяя секции в прочную цепь. По таким переправам можно было за час высадить целый танковый батальон, а за сутки — несколько сотен единиц техники. Главное преимущество этих водных мостов в том, что они могли действовать там, где раньше десант считался невозможным, в районах с рифами, отмелями и неровным дном. Они превращали любое побережье в потенциальную зону высадки. Эксперты подсчитали, что в сочетании с гражданскими паромами такие системы позволят Китаю перебросить на остров за первые сутки около 60 тысяч солдат и всю необходимую технику. Причем не в портах, а прямо на пляжах, где враг меньше всего этого ожидает. Пока весь мир обсуждал корабли в пустыне и баржи-мосты, недалеко от Пекина началась другая стройка. Еще в 2020 году там находился жилой район, но людей расселили, здания снесли, и на этом месте выросла грандиозная строительная площадка. Сейчас там работают сотни кранов, роют глубокие котлованы, прокладывают подземные тоннели. Масштаб поражает. Площадь стройки — около 5 квадратных километров, почти в 10 раз больше Пентагона. Китайские власти хранят молчание, но западная разведка уверена. Под землей строится новый командный центр — бункер, способный выдержать серию ядерных ударов. Именно отсюда, по оценкам экспертов, в случае войны будут управляться операции флота, авиации и ракетных войск. Комплекс проектируется так, чтобы руководство страны могло продолжать командование даже в условиях глобального конфликта. Все это сопровождается беспрецедентным ростом военной мощи. Только за последний год Китай ввел в строй больше кораблей, чем большинство стран имеют во всем флоте. Строятся новые авианосцы, подводные лодки, десантные суда. Разрабатываются все более совершенные ракетные комплексы. Армия проводит десантные учения невиданного масштаба. Китайские корабли уже регулярно патрулируют воды вокруг Тайваня, заходят в Японское море, появляются у берегов Австралии. Это не просто тренировки, это демонстрация силы. Все эти приготовления складываются в тревожную картину. Макеты кораблей и городов обучают китайских военных уничтожать американский флот и захватывать ключевые объекты противника. Баржи готовят пути для высадки армии вторжения. Подземный командный центр обеспечит управление даже при ядерных ударах. И, что тревожнее всего, Пекин почти не скрывает этих действий. Пустынные корабли видны на спутниках. Баржи тренируются на глазах у всего мира. Стройка под столицей идет открыто, пусть и без комментариев. Это уже не тайная подготовка, а демонстрация готовности. Сообщение ясно. Мы способны, мы готовы, и мы это сделаем. По оценкам экспертов, теперь вопрос не в том, осмелится ли Китай вторгнуться на Тайвань, а только в том, когда. И, возможно, этот момент ближе, чем кажется. Пески китайских пустынь, где лежат обломки искусственных кораблей, уже знают ответ. Остальному миру остается лишь дождаться, когда он узнает его сам. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.